Каждое утро я просыпаюсь где-то в новом месте. Это может быть заброшенная парковка, крупный мегаполис или красивая скалистая равнина. Для меня это путешествие, работа, хобби, все вместе. Мне много задавали вопросом, как же я смог себе это позволить, как я зарабатываю на жизнь. Я стараюсь запечатлеть всю ту красоту, которую я вижу, поделиться этим с миром, и мир в ответ дарит мне свою финансовую поддержку. Я занимаюсь коммерческой фото- и видеосъемкой для так называемых фотобанков, то есть выкладываю свои фотографии и видео онлайн, где их могут потом купить любой желающий. Деньги не супер большие какие-то, но они покрывают мои расходы в автодоме, дают мотивацию снимать больше. Друзья, в сегодняшнем видео я подробно расскажу о том, как я зарабатываю, живя в автодоме. Покажу вам все свои доходы, откуда и как. Расскажу, на что я снимаю, все оборудование мое. Я дам вам несколько полезных советов о том, как самим научиться снимать и зарабатывать на фото-видеосъемке практически в любом городе с практически любым начальным навыком. Кстати, если вам интересна эта тема, то не забудьте подписаться, потому что в следующем видео я дам 10 критических советов для тех, кто хочет начать путешествовать в автодоме, независимо в какой стране и какого размера. Самое главное, я расскажу, какие сайты больше всего приносят дохода, на какие лучше грузить и как снимать легально с дроном в городе. Погнали! О, зарплата за месяц пришла от шатера. $330. Что-то он похудел. Зато адопчик вырос. Многие говорят, что стоки уже давно умерли и что входить в них уже бесполезно. Я покажу вам сейчас, что это не так. И при нужном подходе, при правильно выбранной стратегии есть еще всегда место для заработка. Вот смотрите, у меня, допустим, да, открываю свою программу для стоков. Вы можете видеть, что доходы мои каждый год растут. Вот я использую 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 агентств разных, где я размещаю свои стоки. И доходы растут. Кадры можете посмотреть. Вот 93 цента купился этот кадр сегодня. Но при этом за все время он мне принес $700. $725 был 1000 раз скачан. График того, как вот его скачивания идут, вы видите, только увеличивается. В 2022 году меньше, потом больше, потом еще чуть-чуть больше. 2025 год, вот полгода прошло только, а он уже практически догнал 2024 год, да. Есть, конечно, кадры, которые приносят мало денег. Ну вот, просто сфотографировал в Нью-Йорке улицы названия. Ну хотя как меньше. $300 вот он мне принес, но это за почти 8 лет. И свежего вот только что продался у меня за $8. Первый раз кадр с поездки в Детройде. Можно посмотреть его вот на большом экране, где я снимал с дрона. Вот такой вот красивый панорамный кадр. Это было буквально 2-3 недели назад я его снимал, и вот он уже продался. И дальше, поскольку он уже продался один раз, второй раз он начнется раскручиваться. Здесь у меня я делаю разные странные города, чтобы отслеживать продажи. И можно потом смотреть, какие места продаются чаще, какие хуже, чтобы не снимать то, что бессмысленно. Вот давайте посмотрим на 2024 год, сколько у меня в среднем выходило за месяц. Это еще без всех новых кадров, которые я загрузил только что вот начало поездки. У меня в среднем, тут начался год всегда плохо, $800, 900, 900, 1000, 1100, 1600 за июнь, 1900, 1400, 1200, 1000, да. И мы видим, что, в принципе, за все это время относительно стабильно приходит, ну, как какой-то минимум. И бывают месяцы, которые выстреливают, но в среднем вот 900 тысяч долларов у меня получалось. Дальше я вам расскажу, какие агентства лучше всего работают и куда нет смысла загружать и тратить время. Так, 7 утра. У меня по плану съемка в городе, основных достопримечательностей. И обещали хорошую погоду, солнечно. Что у нас на самом деле? На самом деле какое-то говно. Ну, может еще дадут. Поеду на место и буду ждать. Так, ну что, погода пока не улучшилась вообще. Наверное, пока сварю кофе и подожду, посмотрю, что будет. И надо заплатить за парковочное место, потому что в городе, в центре, особенно в таком мегаполисе,
не бывает пустых бесплатных парковок. Ну вот 50 центов за час. Так, у меня сегодня по плану съемка нескольких объектов в центре города. Они все рядышком относительно. Думаю взять самокат, потому что если все-таки появится солнце, то надо будет быстро их все объехать, пока оно не стало слишком жестким. Что у меня сегодня? Мост какой-то тут исторический, центральный стадион, парк, институт искусств. Такие банальные, но при этом популярные достопримечательности. Вот их есть смысл фотографировать в хорошем качестве, но для этого нужен хороший свет. Утро на рассвете или на закате. Буду ждать погоды, и пока жду, поснимаю немножко с дрона. Как раз утром люди меньше обращают внимание на дрон. Они еще не проснулись. Заодно сейчас покажу вам, как я проверяю, можно ли тут летать на дроне. То есть такое приложение Flight Ready, и оно показывает текущие авиационные запреты или ограничения. Прямо в моей точке авторизация не нужна, но совсем рядом вот эти вот круги. Значит, если я к этому кругу подойду, то здесь вот международный аэропорт, и там надо уже запрашивать разрешение. То есть я практически на самом его краешке стою. Самая важная часть — это взлететь и сесть. Take off. Home point updated. Кстати, чтобы управлять здесь дроном и снимать коммерческую съемку, то есть не для удовольствия, и дрон больше весом, чем 290 грамм, здесь нужно получать сертификацию. Сертификацию пилота по управлению беспилотных летательных аппаратов. Получается, она достаточно тяжело, но можно получить как бы просто большой объем обучения. Проходишь экзамен, сдаешь и получаешь вот такую вот карточку, что ты, значит, remote pilot, и с ним можно заниматься коммерческой съемкой видео с дронов. Летим. Честно признаюсь, мне всегда очень страшно летать на дроне в большом городе, особенно на большом дроне. Очень много рисков в большом городе. И очень большая ответственность за, не дай бог, что-то случится. Он в кого-то влетит, он упадет, потеряет связь, сработают глушилки, он на что-нибудь наткнется. Самое страшное — это провода, которых не видно, они тоненькие, маленькие, ты смотришь, вроде бы все нормально, а они там есть. В приложении может быть написано, что все хорошо, что можно здесь летать с точки зрения авиации, что я не нарушаю, не мешаю никакой авиационной технике летать. Но в каждом городе, в каждом штате могут быть еще какие-то свои локальные законы и регуляции, которые не написаны в этом приложении. Что-то начинает потихоньку проясняться, но еще очень медленно. Ситуация еще осложняется тем, что, видите, вот на карте США и Канады, красное — это везде, где сейчас идут пожары в Канаде, и весь этот дым, весь этот смог, он идет прямо вот и до моей локации, где я сейчас, вот видно, да? В общем, солнце есть, пойду пробовать фоткать. Приехал к первому объекту своему съемки, к мосту, ставлю самокат и иду смотреть, что он из себя представляет. Ну, видите, появилось уже какое-то подобие облаков и солнца, хотя такое очень натянутое. Ох, ребята, а я заметил только что орла, вот он там на веточке. Не знаю, видно или нет, но сейчас попробую его сфоткать. Ну, ребят, с орлом мне реально повезло. Конечно, где-нибудь на Аляске их там пруд-пруди, а здесь, в центре города, это большая редкость.
так вот его увидеть. Никогда не знаешь, что продастся. Может быть, какое-то крутое известное здание, а может быть, обычная беседка в парке. Поэтому фоткаю все подряд, расставляю удочки, разбрасываю сети, и в любом случае что-то да продастся, если это известное узнаваемое место. Ну вот, доехал до очередного объекта съемки. Он базилика Святой Марии. Небо чуть-чуть получше стало уже. Еще хорошо бы сюда приехать ночью, с подсветочкой отснять. Ну, вот моя финальная вишенка на торте на сегодняшний день. Буду ее сейчас фоткать. И на этом все. Возможно, приду сюда еще ночью или вечером, когда уже зажгутся огни, и перефоткаю все эти достопримечательности заново. А пока вот так вот. Ложка с вишней. По пути назад такой классный нашел угол для городского пейзажа, для вот всех этих вот современных зданий. Вот такая вот красота. Ее можно тоже фоткать, она будет хорошо продаваться, я думаю. И обязательно здесь надо делать это ночью со штативом. Полдень. Всех середина рабочего дня. А мой рабочий день закончен. Но у меня еще будет рабочая ночь, потому что хочу все отснять. То, что я снял днем, красиво, с подсветочкой. Значит, вот у меня разбивка по разным фотоагентствам. Самое большое сейчас прибыль, которую у меня приносит за 24 год, это Adobe. Adobe Stock мне принес почти $6200, то есть 47% от моей общей прибыли. На втором месте, конечно, Shutterstock. Раньше он был на первом, но сейчас он медленно падает. У него 30% и 4000 прибыли за прошлый год. И на третьем месте Getty Images, у него 15% прибыли. Все остальное это мои такие мелкие стоки, на которые я гружу по мере того, как есть время, чтобы не тратить его зря. И они в среднем приносят мне вот оставшиеся, сколько тут, 8-9%, до 10% прибыли. На самом деле секрет очень простой, никому не говорите, но я думаю, он настолько очевидный, что его нет смысла скрывать, надо просто немножко подумать. Сейчас очень много фотографов, открылись много агентств, которые этим занимаются профессионально и которые отфотографировали уже все сюжеты на все основные бизнес-тематики, которые востребованы. Что это означает практически для таких, как я? Нужно снимать то, чего не может снять студия. То, что нельзя поместить в студию, то, что нельзя срежиссировать, это какие-то катастрофы, это какие-то аварии, это какие-то вещи, в общем, которые очень сложно создать в студии искусственно, которые нужно ловить автоматически. То же самое, соответственно, это узнаваемые места в любых городах и странах, как природные заповедники, горы, скалы, моря, океаны там и так далее, так и то, что построено людьми, памятники архитектуры, какие-то достопримечательности, какие-то места для отдыха. Как правило, лучше продается то, что связано с людьми, а, соответственно, связано с рекламой. То есть я всегда должен думать, а кому эта фотография может пригодиться, а для чего она может пригодиться. И когда я начинаю такой процесс мыслительный строить, то я лучше строю кадры, я лучше нахожу вещи, которые есть смысл фотографировать. Ну, есть еще третья категория, называется полный бред. То есть это те вещи, которые в здравом уме ни один уважающийся фотограф не будет снимать. Ну, потому что это тупо. И потому что это как бы ты думаешь, ну, кому это надо вообще? А на самом деле надо. У меня есть фотография с туалетной бумагой, которая у меня продалась вот $40, 67 раз. Да, ночевал в гостинице, зашел в туалет, и там вот красиво висела туалетная бумага, я ее сфоткал. И таких примеров на самом деле много. И вы видите, что она волнами даже тут вот, видимо, на волне ковида стала продаваться больше, и в 2025 году что-то еще ни разу не продалась. Но, тем не менее, $40 свои вот этот простой снимок, который занял у меня там 2 секунды, принес. Есть много других таких примеров. Вот, например, снимок с женщиной, покупающей рулон туалетной бумаги в ковид, принес мне $385, потому что один раз вот там кто-то купил, я не помню, за 200 или за $300 куда-то, видимо, в публикацию. То есть на всех стоках цена зависит от двух вещей. Во-первых, будет ли он использоваться коммерчески или некоммерчески.
И, во-вторых, какой тираж будет у этой фотографии, то есть сколько раз ее используют. Вот как выглядит мой профиль на Adobe. Значит, тут продажи идут за 12 недель, в среднем все спокойно, но видите, какие-то фотографии вот продаются уже 1500 раз, 1400 раз, какие-то меньше, какие-то больше. За этот год вот Adobe мне уже принес $2600, и я думаю, дальше будет больше. Вот, например, мои коллекции, да, тех мест, где я побывал. Вот, например, Мичиган, штат, который я только 3 недели назад загрузил. Вы видите, что по нему уже начинается активность. Обычно, чтобы все фотографии переварились на сайте, занимает там где-то 1-2 месяца. Но вот тут уже пошла активность, какие-то первые продажи. Немного, правда, но это нормально, да. И вот мы видим, что в мае, в июне продажи растут. Ну, июнь еще не закончен, поэтому вот она выглядит как спад. Вот пример того, как я загрузил фотографии из другого места, где путешествовал в прошлом году. Вы видите, вот январь-февраль только начало раскачиваться, еще март начал раскачиваться, и потом оно взлетело, и пошли уже стабильные продажи. Вот за прошлый год одна локация эта принесла мне в сумме $676. Фотографии такие ночные, где видно какая-то активность социальная, и, как правило, это популярные фотографии, которые можно вставлять в рекламу, можно продавать как описание какого-то места, чтобы его раскручивать, там, ну и так далее. То есть смысл в том, что если таких локаций я наберу там 100 за свое путешествие, то это может неплохо меня прокачать. А вот, например, фотографии, которые не связаны с путешествиями, которые просто вот я фотографировал полицейские и скорой помощи машины. Опять же, из разряда того, что не снять в студии. Да, они выглядят натурально, они выглядят естественно, потому что это все настоящие кадры. Да, где-то вот у меня тут есть просто крупным планом пистолет полицейского, где-то машина припаркована с мигалками ночью. Вот просто еду по дороге и фотографирую. Где-то попал даже на аварию, когда машина горела. И все вместе это мне принесло. Вот вы видите, если нажать, это за 25 год, а если выбрать за все время, вот оно принесло $3800. И стабильно держится, даже где-то продолжает расти. Американские штаты, глубинка, какие-то городки, которые популярны для штата, но не популярны в мировом масштабе, они отсняты еще не сильно много. Самый простой вариант, вот, например, фотографии моей кошки. У меня дома осталась кошка. Думается, да, что, ну, сколько кошка может приносить прибыли? А вот посмотрите, за все время, везде, где у меня упоминается кошка, ну, конечно, я это много снимал со всех ракурсов, но кошка мне принесла вот $1220. И тут на самом деле вот такие вот простые фотографии. Вот $4, $7 в сумме, да. Вот где она лежит просто на полу. А 90 скачиваний $70. $23 вот она у меня за рулем. Так что даже если вам кажется, что вроде как тема избитая, если ее хорошо снять, просто качественно снять, и у вас какая-то, может, даже специфическая порода, то еще лучше, то можно получать деньги и с таких вот простых фотографий. Питомцы, животные всегда заходят очень хорошо. Друзья, напишите в комментариях, если вам интересна вообще эта тема со стоками. Я могу сделать отдельный эпизод, где я расскажу детально, как работают стоки, как туда зарегистрироваться. Но для этого нужен ваш отзыв и, так сказать, коллективное решение того, что вам это интересно. Главное для всех начинающих стокеров, фотографов хочу сказать, что это не схема, как разбогатеть за час и стать миллионером. Это схема, которая позволит медленно, но уверенно накапливать потенциал, расширять доход, который впоследствии может стать активно-пассивным. То есть даже если вы за месяц ничего не сняли, за 2 месяца ничего не сняли, у вас там что-то случилось, перерыв, выгорание, то оно продолжит какое-то время по инерции приносить вам доход. Итак, друзья, давайте я вам расскажу, на что я снимаю. 1, 2, 3, 4. Значит, рассказываю по порядку. Самое простое — это мой GoPro 9. Вот это вот крошка-малютка, которая мне много раз выручала и спасала. DJI Mini 4. Вот такой вот он красавчик. Лапочка. Следующая лапочка побольше. DJI Air 3S. Вот, сравните по размеру, как они отличаются. Canon EOS R. Беззеркалочка первая, надежная, удобная, маленькая. К нему у меня идет комплект 16 мм. Тамрончик 24-70, 2.8. Отличный резкий объектив. Элечка 2.8 со стабом, третья версия.
классика. 100 мм фикс на 2.8, макрообъектив, ну и портретник тоже. И последний мой заряд — это 150-600 от Sigma. Не очень он светлый, но при этом, если нужно какую-нибудь птичку в полете, или зверя какого, или просто далеко горы поснимать, или красивые виды, то он незаменим. Все это снимаю вот таким прекрасным Osmo Pocket 3, который я использую везде, где можно. В общем, крутая штука даже для видео контента на стоках. Поэтому рекомендую всем, кто еще не взял и хочет снимать качественные видосы. Почему я выбрал такую жизнь? Смог бы сидеть в офисе, зарабатывать, копить на большую квартиру, лучшую машину, ни в чем себе не отказывать. Да я, собственно, сам не знаю. У меня была заготовлена тут речь про свободу, но я подумал, и она не так работает. Дело не в свободе. Можно было для себя говорить о том, что я просыпаюсь, когда хочу, делаю, что хочу, и еду, куда хочу. Но это не было причиной, по которой я поменял свою жизнь. А причина, я до конца сам не знаю. У меня все было, и даже на самом деле меня все устраивало. Мне нравилась такая жизнь, когда можно, не задумываясь, приходить в магазин, покупать себе все, что хочешь. Я знал на 10 лет вперед, что меня ждет. Но это превратилось в рутину. Какой-то день сурка повторяющийся, когда ты перестаешь развиваться, ты перестаешь открывать что-то новое для себя. Я сделал это потому, что я смог. Потому что жизнь одна. В ней нету сохранения, чтобы раз и вернуться назад на 20 лет, на 30 лет. Сделать какой-то другой шаг, какой-то другой выбор и прожить жизнь по-другому. Она одна, все, больше ничего нету. И я не хочу тратить остаток своей жизни сейчас на то, что мне уже абсолютно известно. Никаких вызовов мне не бросает, никакой мотивации приходить на работу каждый день нету, потому что все одно и то же. Заказчики разные, но требования у них одни и те же. Команды разные, но подход к ним один и тот же. А здесь и сейчас все мои навыки, все, что я знал раньше, практически бесполезно. И я чувствую себя реально на 20 лет моложе, потому что мне приходится изучать все с нуля. Мне приходится понимать, как устроен этот мир, эта жизнь с нуля. Даже канал в YouTube я ведь завел не потому, что мне нужны деньги, а потому что это новый опыт. Это новая возможность сыграть в новую игру, изучить ее правила и преуспеть. Это же классно, это же... Но это драйв. Любое новое какое-то умение, которое начинает получаться, это так прекрасно. Любые новые знания прекрасны. Ну, если, конечно, это не органическая химия, тут у меня большие проблемы, я даже не буду начинать. Да, я сделал это просто потому, что смог. Как прыжок с парашютом. Было страшно, было непонятно. И не факт, что мне это понравится надолго. Но сейчас я здесь, я это сделал. И для меня этого достаточно. Для меня это свобода. Не быть, а решиться. Быть.